Традиционная одежда моряков исторически была одной из самых стильных в истории вооруженных сил мира. Парусиновые шляпы с плоским верхом, отложные воротники, куртки или полосатые тельняшки выделяли их среди как гражданского населения, так и среди других родов войск. Но особое внимание часто обращали на себя брюки-клёш с широкими раструбами ниже колен. Был ли в такой форме брюк какой-либо практический смысл? Или моряки просто хотели выглядеть необычно и стильно? Как и для чего были введены широкие штанины для моряков? Трансформация морской моды. Начало активных дальних морских походов привело к тому, что на кораблях, включая и пиратские, установился единый стиль. Моряки обрезали брюки примерно по колено. В такой одежде было удобно выполнять обязанности на корабле, от постановки парусов до уборки палубы. Отсутствующие ниже колена штанины не мешали, не цеплялись и не рвались. У моряков всегда был риск случайно оказаться за бортом. В коротких штанах было удобнее плыть и легче продержаться на воде. В холодную погоду обрезанные брюки дополняли теплыми шерстяными чулками. Равнение на британцев. Доминирование Великобритании на морях определило тот факт, что ее моряки стали образцом для подражания во всем мире. Но до середины XIX века штаны были не клёш, а просто широкими, максимально свободными по всей длине. Одно из первых официальных описаний формы моряков появилось в начале 1810-х годов. Его составил командор флота США Стивен Декартур. Он указывает уже на ношение именно клишейта, есть расширяющихся к низу синих брюк. Позже, в XIX веке, клиши стали общепринятой формой штанин моряков. Само слово «клёш» произошло от французского клаче — колокол. Так называли форму штанины, расширяющуюся раструбом к низу. В разговорной речи на американском флоте клёш называли трубами. Но по какой причине у моряков прижились именно такие брюки? А зачем? На флоте в XI и начале XX веков давали несколько объяснений. Во-первых, сохранялась высокая степень угрозы, что моряка смоет за борт. Широкие брюки можно было моментально скинуть, даже оставаясь в ботинках. Узкие же быстро прилипали к ногам, утяжеляя и затрудняя движение. Из этих же соображений широкие матросские штаны застегивались на клапан, с которым можно было справиться в воде одним движением. Дальше свободные брюки спадали фактически сами. Второй причиной было то, что морякам приходилось выполнять много и хозяйственной работы на судне. Клёш было легко закатать до колен. Если драить, например, палубу, то, подвернув широкие штанины, можно было сохранить их сухими. Узкие брюки в закатанном состоянии стали бы сковывать движение. Шанс на спасение. Еще одна неочевидная причина, побуждавшая моряков носить клиши, заключалась в правилах поведения на открытой воде. На курсах выживания матросов учили использовать снятые широкие штаны в качестве плавсредства. Им показывали один или несколько способов, как наполнить мокрые парусиновые брюки воздухом. Из широких штанов получался большой воздушный пузырь, с помощью которого у человека повышались шансы продержаться на плаву до прибытия помощи. Сегодня клиши на флотах в мире уже практически везде исчезли. Обязанности моряков изменились, а для спасения на воде есть другие плавсредства и техники. Лишь пара стран сохраняют форму клёш как дань старым традициям. Брюки-клёш фигурировали во флотской форме непостоянно. В конце XIX века в российском флоте фигурировали уже прямые, не слишком широкие брюки из черного сукна, либо шерстяные. Ведь парусники постепенно уходили в небытие, специфика работы моряка стала другой, из-за этого стала меняться и форма. Однако вскоре широкие брюки снова вернулись. В 1909 году они становятся модными уже в гражданской среде. Вскоре они возвращаются на флот, но уже в офицерскую среду и в училище, становясь по большей части достоянием молодых людей. Обычный матрос не имел права их носить или перешивать стандартные прямые брюки формы. Но сразу после февральской революции ситуация вновь изменилась. Каждый матрос считал своим долгом перешить брюки на клёш, либо приобрести таковые. Это было противодействие старому строю, и, как водится в таких случаях, энтузиазм иногда переходил все разумные рамки, брюки становились безмерно широкими. Брюки-клёш с удвоенной активностью начали носить гражданские лица. Матросы, анархисты же считали их обязательной частью формы. В современном флоте РФ расклёшенных брюк не носят, такого элемента в форме нет. Зато есть удобная и практичная форма со штанами стандартного покроя, средней ширины, которая оптимально подходит для текущих условий, в которых несут свою службу моряки. Таким образом, брюки-клёш появились во времена парусного судоходства.
Этот покрой привлек своей практичностью, а также возможностью быстро снять в случае кораблекрушения падение в воду. Брюки-клёш красивые и удобные, однако сегодня они не используются как элемент флотской формы, появляясь время от времени только в рамках гражданской моды. Из представителей всех родов войск моряки выглядят самыми стильными. Не последнюю роль в этом долгое время играли брюки-клиши. Сейчас эта модель больше не используется. Были ли клиши только данью моде, или есть разумное и практичное объяснение этой формы одежды? Когда впервые моряки надели клиши? До начала XIX века все моряки, включая пиратов, носили свободные штаны, которые обрезали чуть ниже колен. В холодную погоду их могли дополнить шерстяными чулками. В брюках именно такого кроя проще было плыть при падении в воду. Но затем военная мода изменилась. Некоторые моряки стали носить широкие длинные брюки, заканчивающиеся колоколообразными калошинами. В 1813 году в одном из первых описаний одежды моряков, сделанном коммодором Стивеном Декатором, отмечалось, что люди на фрегатах США носили парусиновые шляпы с жесткими полями, синие куртки на пуговицах и синие брюки-клиши. Английский королевский флот часто был образцом в морской моде, но британцы не носили клиши на воде до середины XIX века. То, что подразумевали под словом «клиши», часто было просто очень широкими штанами, а не расклешенными ниже колена брюками. 3 причины носить клиши на флоте, хотя нет точных и однозначных подтверждений причин такой популярности именно этого фасона среди моряков. Известно, что такие брюки было легче быстро снять, даже оставаясь обутым. Эта характеристика важна, если вы внезапно оказываетесь в воде, а мокрая одежда становится тяжелой. Брюки фиксировались клапаном, который расстегивался одним движением, а дальше штаны падали практически сами. Клиши было проще всего закатать. Моряки часто работали босиком, драя палубу. Закатать обычные штаны до колен было бы сложнее. Изготовленные из парусины брюки можно было использовать при падении за борт. Моряков на занятиях по выживанию учили снимать брюки в воде, завязывать узлы на штанинах, а затем использовать один из нескольких методов, чтобы наполнить брюки воздухом. Надутые штаны могут помочь остаться на воде чуть дольше в ожидании спасения, обеспечив дополнительную плавучесть. В некоторых современных военно-морских униформах по-прежнему используются брюки с расклешенным низом как потенциальное спасредство. Кстати, представители еще одной профессии раньше носили клиши. Удивительно, но речь идет о плотниках. Расклешенная форма брючины позволяла защищаться от опилок, которые могли насыпаться в башмаки. Форма отечественных моряков красивая и запоминающаяся во многом потому, что она не похожа на другие. Ведь очень привлекательно выглядит белая одежда и несколько выделяющихся элементов синего цвета, например, бескозырка с лентами и тельняшка. А есть еще очень примечательный воротник с 3 белыми полосками. А ведь история этого атрибута флотской формы насчитывает не одно столетие, а значение его далеко не заканчивается на чисто эстетической функции. Известно, что воротничок современной формы моряка называется гюйс. И это слово имеет голландское происхождение. Там гюйсом называют флаг на корабле 1-2 ранга военно-морского флота, другой вариант — флаг морской крепости. Однако сегодня это слово ассоциируется исключительно с предметом гардероба военного на воде. Правда, история этого воротника, которая тянется уже много столетий, началась весьма удивительно. Оказывается, в средневековой Европе среди мужчин была традиция не носить короткие стрижки. Особенно эта тенденция строго соблюдалась среди тех, кто имел не самый низший социальный статус. Практически поголовно они имели длинные волосы, либо носили парики, и только бедняки могли ходить с лысой головой, часто потому, что у них не было денег на искусственные волосы. Более того, матросы по уставу обязаны были носить напудренные парики, а также масляные косички из конского волоса. Само собой, что в тогдашних условиях такие конструкции на голове были отличной средой для того, чтобы у людей плодились вши. А боролись тогда с ними на флоте с помощью дегтя, которым покрывали волосы под париком. Так что нет ничего удивительного в том, что все эти предохранительные меры пачкали форму, а за это полагалось строгое наказание. Поэтому у моряков возникла потребность изобрести какую-нибудь защиту для формы. Вот тогда-то находчивость моряков позволили им придумать использовать воротники поверх одежды, чтобы защищать ее от пятен дегтя. Первоначально их делали из куска кожи, а позднее их начали изготавливать уже из ткани, чтобы иметь возможность постирать их отдельно. Интересно, что со временем, когда традиция носить длинные прически ушла в историю,
и начался переход к коротким волосам, воротник гюйс все равно продолжали носить, причем ему нашлось новое применение. Так, если раньше именно длинные волосы защищали шею моряка от ветра, то теперь эту функцию выполнял широкий тканевый воротник. А есть и другая версия появления гюйса. Согласно ей, предтечей матросского воротника стал капюшон под названием башлык, который матросы надевали для все той же защиты от ветра и дождя. Постепенно со временем он неоднократно видоизменялся, чтобы стать более комфортным и практичным. А вот в таком виде, который нам знаком, гюйс был введен во флот императорской России в 1843 году, причем тогда же на нем появились 3 белые полоски. Есть несколько версий, почему их именно 3. Согласно одной из них, полоски символизируют 3 величайшие победы дореволюционного флота: Синопское сражение 1853 года, Чесменское сражение 1770 года и Гангутское сражение 1714 года. Вот только аналогичные гюйсы используются и матросы других стран, и каждый объясняет наличие все тех же 3 полос собственными морскими победами. Поэтому, возможно, эти победные полосы являются иностранным заимствованием. А другая версия связывает появление такого вида гюйса с Петром I. Так, 3 полоски на гюйсе обозначали 3 флотские эскадры, которые были им созданы. В те времена первая эскадра одевалась в рубахи белого цвета и воротник с 1 полоской, вторая — в синей рубахе и воротник с 2 полосками, а третья, как та, которая была наиболее приближенной к правителю и считалась элитной, носила красные фланелевые рубахи и воротник с 3 полосками. Поэтому существование 3 полосок на современной форме относит моряков к элитарным подразделениям. Но в реальности все объясняется куда проще. Чисто с эстетической стороны, именно 3 полоски на воротнике выглядят наиболее красиво. На современном же этапе гюйс уже не выполняет какой-либо практической функции и является просто элементом стильной формы российского флота, и выглядит он одинаково у всех моряков, в виде синего прямоугольного воротника из плотной ткани, который имеет 3 белые полоски.